Всем привет, вы на канале Ренанет. Мы продолжаем проходить Heavy Rain. Внизу ссылку на плейлист найдешь. Там всего одна серия пока что лежит. Но уже, так сказать, парочку своих слов, да, так сказать, свое первое впечатление я там озвучила. Поэтому, если не смотрел, то смотри. Наверное, эту серию. Желаю тебе приятного просмотра. И как выйти? Вышло. Без спойлеров я бы за них перматч лепил. А в правилах уже написано. 3 раза, ну, просто предупредим. Ну, в мут отправлять. Ой, нет. Вру, по-моему, 3 раза удаляет сообщение, а потом отправляется в мут. Но, я думаю, все прекрасно понимают, я не первый, не последний стример, и правила у всех в основном одинаковые. Так что все в порядке. Так. Пожалуй, лучше по лестнице. Вот это дело хорошее, очень знакомый голос. Человек за стойкой наверняка сможет помочь. Сколько можно искать? Может, хоть на этот раз удастся что-то прояснить. Чей-то голос знакомый. Не вспомни, с какой игры. Очень знакомая. Модов нет, я просто сегодня со Стима скачала, да и все. Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли. Лорен Уинтер. 3-й этаж, последняя дверь по левой стороне. 3-й этаж, последняя дверь по левой стороне. Наверное, я запомнила, но это не точно. Запомнила, что 3-й этаж. А, он сам поднимется, это хорошо. По-моему, оно. Лорен Уинтер? Без договоренности не принимаю. Угадала. Ай, стоять! Стойте! Вовремя. 50 баксов. Только без поцелуев и извращений. Куда зашли, в бордель, что ли? Залетано. Внимание, Кладите деньги на аккуратно. стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник, время вышло. Ясно? Надо очень осторожно подбирать выражения, чтобы из нее что-то вытянуть. А у нее все очень чисто и убрано. Ну, А согласна. шлюхам обычно плевать на состояние их квартиры. Кого? Симпатичная девушка. И она гораздо моложе, чем я ожидал. Так, Она думает, что я клиент. но, а ты не хочешь там, типа, значок предъявить? Ну, что-нибудь такое. Что тут так обоссано все выглядит? Не знаю. Вот как мне с ней разговаривать, по-твоему? Ладно, сейчас попробуем. Вы бы раздевались, ваше время идет. Вообще-то я не клиент. О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите? А бабки Тест-драйв на оставили халяву? ей. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Этот Ну-ка. убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Я понимаю, Лорен. Прекрасно вас понимаю. Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте, я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби. Ну да, попробуем. Если не подожди. поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а?
Не-не, квартирка у нее нормально выглядит, ничего так. Что вы хотите знать? Да рассказывай все, что знаешь. Ну, нет вопросов. Так я нажала! Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли. Я думаю, он понимал, что происходит. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. Прикольно сделали. Типа, как мы, да, якобы на нее смотрим. Хотите? Нет, я И бросил. отдельно ее показывают. Молодец. Курить вредно. Фу-фу-фу. Так, а еще-то можно? Ха-ха-ха. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Район, что ли, какой-то? Горит, типа, Но здесь. это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни А, и другими детьми? она думает, что это кто-то один из... А они нашли что-нибудь на пустыре? Улики, свидетелей? Нет. Сказали, что он убежал и наверняка скоро вернется. Мгм. А через 5 дней нашли тело с фигуркой оригами в кулаке и орхидеей на груди. Вот это она хорошую вещь сказала. Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. А, Она ведь недавно потеряла ребенка. Я понимаю, Возраст, каково ей возраст, сейчас. интересно, какой? Мне стоило говорить с ней помягче. Да Кажется, вроде она до нормально. сих пор в шоке. Так, ну-ка, Да уж. Так не моя сильная сторона. подожди, я хочу вот Нет это. смысла давить на нее. Все Но- равно она больше ничего не скажет. Но одну вещь она нам сказала. Никогда еще не врывался в чужие дома. Все когда-то бывает в первый раз. Но не прямо, что мы и Надо ворвались. уходить отсюда. Пошли. Не прямо уж таки мы и ворвались, я тебе так скажу. Она одну вещь нам сказала. Тебя-то куда-то тоже, что ли, из этих? А, Лора? Лора, закрой, киса. Это я. киса. Там сейчас... Ну, киска. Чёртова астма. И погода, прямо Слышь? скажем, не курортная. Да дверь выламывай, там уже крики идут. Да выламывай, говорю! Чё тебе надо, урод? Слышь ты, Лора, все в порядке? Да все путем! Проваливай, козел! слышь ты. На нахуй. Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Сейчас я тебя Я устрою. тебе сейчас мозги вышибу! О!
На, ёпта, затылком-то. Трой, нет! Я тебе сейчас... Ай! Трой, я Блядь! вызову полицию! Трой, я звоню копам! Ай, ёпта! Бутылкой по роже. Странно, что не разбилась. Ебать, пошел эпик. Трой, нет! Блядь! Давай! Блядь, не убей его только, пожалуйста. Все, выбил, молодец. Бля, нос чешется. Очень больно чешется нос. Ты упадешь? Нет. На, ёпта. Еще увидимся, урод. Пошел отсюда. Вы в порядке? Да вроде да. Кнопку Жить одну буду, только наверное. пропустила. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем А оборзел, ничего так, я и что у сказала, тебя чтобы не приходил. рубашка в крови? В твоей. Берегите себя. Он ведь может вернуться. Простите, если что. И этот, походу, Мистер употребляет, не Шелби? говори. Да. Спасибо. Но он ему живот корябнул. Но я пропустил тогда кнопку. Ну не, нормуль. Нормуль. Нет, по озвучке... Чирик, еще ачивку какую-то дали. Нажмите и удерживайте кнопки одновременно, пока их обзор. И чё? Алло? Я что-то ни хрена не пойму. Что происходит? А, или это типа загрузка такая была? 5 с минусом. Пойдет, пойдет. Да у меня постоянно А вместе с С путаются. Да я ничего не могу сделать. Иногда бывает срабатывает, а иногда бывает... Ну, срабатывает в плане реакции. Не, нормально, нормально. О, еще один такой же. Фига, музыка поехала. 3 перса. Ясно, что будущее разрабы Детройта делали. Но это от них только идет. Heavy Rain, Beyond, вроде так это называется, и Детройт это одни и те же ребята делали. Насколько я поняла. Черт, Так. руки дрожат. Надо сосредоточиться хоть на какое-то время. Так, нормуль, нормуль. Где-то я записал его имя. Блейк. Лейтенант Картер Блейк, точно. Так. Журналисты уже слетелись. И как только пронюхали... Это журналисты как. Чертов дождь. Льет как из ведра с самого моего приезда. Миленькая... Проход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойдите. Агент Норман Джейден, ФБР. Можете предъявить значок, мистер Джейден? Да. Да, конечно. Сейчас, я тут дом забыл. Ладно, проходите. А вот вам прототип Коннора. Мне нужен лейтенант Блейк. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Он где-то здесь. А картина Спасибо. того, она висит. Там, кто не в курсе, что за картина, есть маленький видосик на канале. Там буквально 2 минуты идет. Че, пошли искать. Где-то там шляется, наверняка.
Нифига себе. Люди в черном пошли. Запись видеозаметки. Агент 47023 Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:14. Ни хрена себе. Надо найти лейтенанта Картера Блейка. Да найти-то найдем его. Где только нашла. Охренеть. Это ж ты. Лейтенант Блейк, агент Норман Джейден, ФБР. Заходил к вам в участок с утра. Сказали, вы здесь. Надо было, наверное, место Если вы осмотреть любитель сначала. Ну сырости, ладно. пустырей и трупов, вы явились по адресу. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут себя не слышу. Минуту, лейтенант. Ну, вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. А ты не хочешь Но можно обратно не очки свои сомневаться, надеть? тут поработал мастер оригами. Личность жертвы установлена? Нет, пока нет. Надеюсь, сегодня выясним. Где там коронер? Застрял в пробке, лейтенант. Одевай очки свои, Мы ждем пошли. больше часа, черт подери. И пошли улики искать. А время смерти известно? Судя по трупному окоченению, меньше 6 часов назад. Точнее, скажет коронер после осмотра. Так. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустырь. Сомневаюсь, что кто-то Но мог все, я так что-то понимаю, видеть. на пустыре происходит. Тони, я не желаю, чтобы журналюги сували сюда свои носы. Понятно? Есть, Типичный лейтенант. злой. Кто? Сотрудник полиции. Антон, ай-яй-яй. Слушайте, вам некогда. Не против, если я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Не успела нажать. Эй, Джейден, Ладно. сообщите мне, если что-то найдете, А, окей? ну вот сейчас пойдем, Мы короче, теперь искать. напарники. Чё-то у него... Лицо очень стрёмно выглядит, ну ладно. Так, поехали. ОРС запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Я не знаю зачем, но мне такое надо. Подожди, а что здесь? Слишком много народу на месте преступления. Едва ли сохранились какие-то следы, если они вообще были. Ну вот вторая есть Труп у нас. еще здесь. Ну-ка. Давай смотреть. Походу, что-то нашли. А, не. Не представляет интереса. No criminal record. Тут слишком много народу. Они затопчут все улики на месте преступления. Подожди, это нет, это мы выходим. Блин, развернуть-то. Во. Тело найдено неподалеку от железнодорожных путей. Убийца всегда оставляет тела в таких местах. Опа, что-то нашли еще. Пыльца орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. Ага. Ага. А вот оно и Пыльца пошло. орхидеи. Вот это убийца вряд ли учел. Можно ли извлечь пользу из этого следа? Стой, стой, стой. Можно, конечно. Конечно, можно извлечь. ОРС запись. Жертва лежит на спине. Нашел, что ли? Явных следов насилия нет. На груди жертвы лежит орхидея.
А в руке должно быть это, оригами. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. Игра, вот я, Лицо если честно, покрыто не грязью, поняла, то ли в как у 10-м, то ли в других жертв. 20-м. В Стиме написано в 20-м, Поверхностная рана на в правом инете в бедре. 10-м. Судя по анализу крови, нанесена посмертно. Возможно, когда тело перетаскивали сюда. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Так, ну вроде бы все, слышь. Больше нет ничего. А, во, оригами Жертва взять. Джереми Боулс. Объявлен в розыск 5 дней назад. Сведения в досье. Реально, подожди, это не сын ли этой? Лоурен. Все, больше нет ничего здесь. Чё, где еще может быть интересно? Хотя стоп. Если он тащил его оттуда... УРС-запись. Далее пыльца теряется Вот в высокой она. траве. Здесь след обрывается. К сожалению. УРС-запись. Следы крови на путях. Анализ подтверждает, что это кровь жертвы. Так, тут что-то еще где-то есть. Но, судя по всему, оттуда и тащили. Вот в какую сторону мы сейчас идем. Поход следы. Отпечатки подошв рядом со следом пыльцы. Скорее всего, это убийца. А, они дальше следы пошли. Или нет? Опа. Погоди. УРС-запись. Видны следы крови на заборе за железной дорогой. Это кровь жертвы. Убийца явно тащил здесь тело и отцарапал его, перебрасывая через забор. А, он его через забор аж перекинул. Только здесь есть проход так-то, если что. Ну ладно. Ну ее... Охренеть! Вы чё, какие двоечки, четверочки? Блядь. Не нажала. Надо было удерживать. Нет, ну-ка дай-ка. Еще разочек. Чеканись. Вы чё? Молодец. Костюм, правда, химчистку потом, но ничего страшного. Давай, давай. Красавчик. Бля! В грязи извалял. Ну, ничего страшного. Поразительно. Убийца оставил только те следы, Не, ну надо здесь которые приноровиться. хотел оставить. Он продумал все до мельчайших деталей. Он пока лез наверх, мог свои следы оставить. Ну, это понятно, но здесь-то... Блядь, подожди, забыл нажать. Вот оно. Скорее всего, это убийца. Но пока мы идем, те-то следы остаются, по которым идем мы. Так что нормально. Что это такое? ОРС-запись. Следы шин на обочине за железнодорожными путями. Видимо, машина убийцы. Похоже. Я уже нашел все, что здесь. А, все? Мы что, нашли все эти?
Блядь. Вот за такие вещи. Не, он, скорее всего, все нашел. Он сказал, типа, нашел все, что мог. Вот за такие вот вещи, вот когда сразу не останавливаются, так въебать хочется. Блять, куда? Я вообще не поняла, что там надо было нажимать. Ебать, 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 ебать. Не, нормуль. Ладно, пойдет, пойдет. Убийца дворецкий, убийца садовник. Да ты... Ёб твою мать. А, это левый shift, господи, а я Ctrl нажимал. Ну ладно, нормально. Ну ничего страшного, потеряешь ты свой костюмчик. Наверняка у тебя еще какой-то есть. Так, ну... Думаю, я выяснил все, что мог. Ну все. Пора возвращаться в участок, пока дело не закончилось воспалением легких. Ну да, ходить под таким дождем. Снимай. Да, серф небольшой прошел. Слушай, ну очки мне прям прикольные. Костюм можно на выброс. Ну, ничего страшного. Не, наверняка у него есть еще. Ну, поехали, чё. С этим поговорить он не хочет, говорит, типа, возвращаться. Поехали. Наверное, в участке будем с ним разговаривать. Слушайте, ну мы все нашли. Молодцы. Мы молодцы. Ну как мы? Я. Ну и вы тоже. Слушай, а получается... Сколько у нас? 3 персонажа сейчас? Наверное, 3 и будет. Архитектор. Курлык. Еще ачивку дали. Вы получили доступ к новой награде. Букашка, бабочка. Это бабочка. Бабочка. Не знаю, волк какой-то. Волчья морда. Краб. Это крабик. Краб. Это первого, кого я увидела. Смерть. 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 Ну так это выглядит. Я не знаю, если это сейчас пойдет какой-то тест. А, беспокойство. Да не сильно у меня беспокойство. Вроде нормально. Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Чё, а нахрена ты лег? Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Вставай, давай. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме, а меня сторонится. А вы сами, Итан, что чувствуете вы? Я как будто бы живу во сне, все кажется ненастоящим. Иногда я думаю, что просто смотрю страшный фильм, и того и гляди, пойдут титры. Меняется состояние. В правом верхнем углу. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Вот этой сцены я вообще не поняла.
Иногда у меня бывают провалы. Назовем И это я так. не знаю, что я делаю. Я прихожу в себя рано или поздно. Ты, Сам Остров, не не знаю знала. где. К сожалению, И я актера озвучки Не не знаю. представляю, как туда попал. Это может быть связано с той травмой? Сильное сотрясение мозга. 6 месяцев в коме. Трудно сказать, как именно такой шок скажется на мозге. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю. Как, ну, это не психолог, это, наверное, уже типа психиатр, что ли. А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобных ДТП. Спасибо. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Типа, подожди, вы хотите сказать, психолог, психиатр, да, это разное. Часть психотерапевт. Так, если чё. Хочешь перекусить? Пойдем поиграем. Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Да не особо. Мне неохота. Что сегодня нового в школе? Мне влетело за несделанные уроки. Ой. Нехорошо мудак. получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе. По рукам? Не, ну правильно, а чё ругать? Ну не сделал Что-то так рукой случилось, махнул и Шон? сказать, сделаем в следующий раз. Все, и нормально. На эти Не, уроки дрочиться. Все нормально. Но и пренебрегать тоже не надо. Не знаю, давай Шон любил поностальгируем. гулять со мной в парке, смеяться, дурачиться. Ага. Он был так счастлив тогда, когда Джейсон был жив. Надо как-то его развеселить. Как? Общение не ладится. Кажется, Шон все больше отдаляется от меня. У Давай Шона что-нибудь грустный придумаем. вид. Как бы ему помочь? Сходу и не придумаешь. Сходу, ну, не знаю, сходи купи ему что-нибудь, еще что-то. Не просто так сидите. Давай Знаю. на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ура! О! Сработало. Блять, только пускай этот пацан не улетит у тебя. Так. Не крути сильно, потом весь этот будет заблеван. Давай, пап! Вся трава. Еще быстрее! Быстрей! Да куда еще-то быстрее не могу? А, все уже. Так. Не, ну смеется, хорошо. О, голова кружилась. Тренировка для космонавтов, парень. Еще с сыном все норм, откуда тогда оригами? Мне кажется, вряд ли, конечно, будущее видит. Может быть, это знаешь, когда куча всяких мыслей тебе потом типа как снится. То есть тебе снится то, чего ты там больше всего боишься и так далее. Похоже, ему весело. Давненько он так не улыбался. Я придумаю, чем нам с ним заняться. Тем более, ну, учитывая, что он уходит к врачу. Надо что-то еще с ним сделать. Вот поэтому брака полетел. Потеря ребенка, чувство вины, плюс провалы и странное поведение. Ну, блядь, с этим надо работать, надо как-то вдвоем над этим работать. Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь?
давай. Пошел. Так. Поехали. Давай, пап, хочу летать. Сейчас мы полетаем с тобой. Не упади только. Он аж подпрыгивает. Нет, нормально. Похоже, ему весело. Давненько он так не улыбался. А, все то же Я самое, придумал, да? чем нам с ним заняться. Пошли дальше. Ребенка очень легко обрадовать, надо просто пачку чипсов. Да-да-да. Блин, давайте с горки скатимся. А чё нет? Горка, это прикольно. Ну ё-моё, нельзя. Чё, еще, да? Здесь горку возьмем. Или что там? Не пойму никак. Нифига себе. Что с камерой? А, нет, там просто лестница. Да что-то больше нет, нифига. А, не, есть карусель. О, качельки! Вот это точно поможет. Хочешь, я тебя покачаю? Сильно-сильно. Давай. Сильно-сильно. Ты подрасчитай только свою силу. Сына лучше одного не оставлять, учитывая новость. Это да. Это я с тобой согласна. Чё, куда? Но... Я вообще не поняла, что я сделала. Ну ладно. Давай, пап, выше. Вроде получилось. Так, какие-то приятные все равно это моменты. Было классно. Чё, все? Я придумаю, чем нам с ним заняться. Так мы уже вроде бы. Похоже, ему весело. Давненько Но он это так не все то же улыбался. самое. 100%. Тучи собираются. Похоже, скоро будет дождь. А, ну и все, пойдем домой. По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. За Ага. пацаном смотри только. Так, бери рюкзак и пойдем. Руку дай Пап, мне я только. вспоминала, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Куда пошел? Че, правила парка? А, тут что, еще и по билетам был вход? Эй, пап, можно покататься на карусели? Можно? Чем мы домой Конечно. собирались? Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Мы домой собирались, дождь пошел. Я хочу быть хорошим отцом, как раньше. Шон так радостно улыбается. Почаще бы видеть его таким. Меня напрягает другое, что мы сейчас отвернемся, и он куда-то пропадет. Так, вот так. Вроде вижу, не вижу. 1 билет. С вас $1.
Сколько? А, не, нормально. Это еще нормуль. Так. Ну чё, запускай давай. Мне нравится в этой игре осень. Ну, она такая, знаешь, мрачновато сделанная. Но хотя такой осень не должна быть. Все, опять началось. А игре 14 лет уже. Да, все-таки интересно, почему в Стиме 20-й пишут. Отвисни. Ой! Ты чё опять нанюхался? Опять на том же месте. Слушай, здесь теперь проехал грузовик. Шон! Чё? Ничего не помню. Ничего не помню, как я сюда попал. А, подожди, это ни хрена не видение, это прям место. Шон! Шон! Где Шон? Портфель здесь, но куда делся Шон? Ну Уже нахрен. совсем стемнело. Как это могло произойти? Я же Портфель всего бери. на секунду закрыл глаза. Да что-то нифига не на секунду. Как? Он наверняка вернулся домой. Шон, куда же он делся? Надо его найти. Я и так ни хрена не вижу, чё... Куда нажимать? И как так получается? Отвернулся на секунду, при этом... Шон! Как этот провал памяти происходит, я не понимаю. Вот да, как Шон не заметил, что Бася уходит? Там даже не то, что не заметил, как будто, знаешь, это прям... ну, типа, как будто они ушли, может, домой вместе, знаешь, что потом просто взял и... И типа, он ушел, я вообще ни хрена не понимаю. А оригами у него в руке. Но нет орхидеи. Не знаю, не пойму ни хрена. Мировой батя уже второго сына просрал. Батя года. Хосе. Но это очень... очень интересно. Как вообще такое происходит? Как отсюда выйти? А, это типа загрузка. Игра про мастера оригами, а про мастера орхидеи. Это да. Но какая была зацепка, что мастер оригами оставляет фигурку, цветок. Чё? Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. Пора воспользоваться УРС. Я должен поговорить Наверно. с капитаном Перри. Приказ есть приказ. Черт, как же я ненавижу всю эту штабную волокиту. Я тоже. Надо разобраться с формальностями и приступать к работе. Так, а чё, 4-е? Короче, ладно, надевай. Они вернулись в дом, а он опять... Не знаю, чё вот он. Какой-то порошок стиральный не тот был. Прикол.
теперь представьте, как это со стороны выглядит. О, вот один в один. А чё, подожди, чё он сам этот выбрал мячик? Я другой хотела. Найс. О, наконец-то. Мне нужна такая фигня. Боже, да он конченый. Я ухожу, Шарлин. Отчеты просмотрю позже. Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден из ФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но... Может, лучше в другой раз? Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. И так каждое утро. А, уже утро? Верьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Ой, блин. Вы уже видели Блейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать галстук? Может быть. Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. Да? Вы уверены, что вам не нужна моя помощь? Но знаете ли, этот маньяк-оригинал оставляет цветы и оригами эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Хорош. Нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов, и надо подать их на блюдечке с голубой каемочкой. Неплохо. Где спасибо? А спасибо! И Шарлин может показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. Добро пожаловать, Джейден. Я думаю, после его игры его в психушку должны отправить. Да-да-да. Так, подожди, а на этом у меня игра может остановиться, нет? Хотя нет, по идее, сейф у нас прошел. Должно быть все норм, просто у нас как бы 2 часа прошло. Но так, если что, на секундочку, у нас 2-я серия закончилась. У этих очков есть жесткие побочки, ты бы не захотела. Но, может быть. Ладно, один хрен, если бы и были бы подобные. Да, и именно то, что так вот они типа с перчаткой, там все дела, или хотя бы, по крайней мере, по форме, стоит это дорого. Так что не надо нам такого. Вода в меню. Да, если бы еще можно было... Знаешь, это... Вводишь, короче, нажимаешь, и такое на это... Бульк был бы. Apple вроде сделали похожее, да, но это огромная махина, и поэтому... Это неудобно. А здесь просто обычные очки. Но мы не об этом. В следующей серии мы с тобой увидимся. Слушайте, игрушка очень интересная на самом деле. Интересно, как у Итана происходят вот эти вот провалы в памяти. Интересно, где пацан? Куда он делся? И то, что у нас как бы в руках это оригами было. Хотя подобное мы уже видели. Как-то, что в первый раз мы оказываемся на улице, у нас в руке фигурка, что сейчас мы оказываемся, но при этом мы добегаем до места, где мы были в последний раз с сыном. Интересно. Интересно, как все это будет, и интересно будет провести вот это вот расследование. Найти того, кто все это делает, и вообще, что к чему. Поэтому подписывайся на телеграм-канал, чтобы не пропускать стримы, чтобы не пропускать выхода серии, если не успел прийти на стримчик. Вот, так что давай, я тебя там жду. На сегодня я с тобой прощаюсь. Спасибо за вашу поддержку. Давай, удачи и береги себя.